Канал «Автозакордон» зимой и летом и ваши гиды Константин Красовский и Татьяна Андреева направляются в город Глухов. В 1992 году этот город отметил свое тысячелетие. Это было поселение славянского племени северяне на берегу реки Эсмань. Подъезжаем к центру города и уже издалека видим башню. Она является одним из символов Глухова как неприступной крепости. Водонапорная башня была построена в 1929 году. На этом месте в XVIII веке находились Путивльские ворота Глуховской крепости. Башню построили в нетрадиционном архитектурном стиле. Круглое конусообразное здание в верхней части мягко переходит в расширенный двухъярусный цилиндр. Цилиндрическое расширение завершается карнизом. Конусная крыша башни переходит в острую башенку. Над водонапорным баком находится смотровая площадка. С нее открываются виды на город. Мы с вами находимся в городе Глухов. Почему Глухов? Историки думают, что он занимал такое место, хорошо укрепленное, и отбивал атаки всех, кто на него нападал. Что это было такое место, которое называется глухая оборона. Фактически Глухов – это синоним слова «неприступный». В 1664 году Глухов осадила польская армия. Ей командовал король Ян Казимир. Защитники города успешно отбили 2 штурма города. Король понял, что дело глухо, и отступил. Но самый интересный период истории Глухова начался в 1708 году. Начался он из-за трагедии, которая произошла с соседним городом Батурин. В 1708 году население его было полностью вырезано. По приказу Петра I русскими войсками под командованием Меньшикова не пожалели ни женщин, ни детей, никого, потому что гетман Мазепа перешел на сторону Карла XII. И новым гетманом был назначен Иван Скоропадский. А столицу перенесли поближе к русской границе, в город Глухов. И поэтому 50 лет Глухов был столицей войска Запорожского. А после ликвидации гетманства Глухов стал центром Малороссийской губернии, а также местом размещения Малороссийской коллегии. На площади, которая называлась Радной, стоит Николаевская церковь. Она построена на месте одноименной деревянной церкви, сгоревшей в 1685 году. Этот храм является самым старым зданием Глухова. На площади перед этой церковью проходили казацкие рады. В 1708 году эта рада проходила фактически в окружении солдат Петра I. Ей пришлось избрать гетманом Украины Ивана Скоропадского. До 1962 года на противоположной стороне Радной площади возвышался Троицкий собор. Но по решению тогдашних властей собор был взорван, чтобы получить кирпич для колхозных ферм. На месте храма был построен городской рынок. Во времена советской власти сносили не только соборы. Были уничтожены памятники царскому губернатору Левобережной Украины Петру Румянцеву-Задунайскому, мецената и городскому голове Глухова Николаю Терещенко. Теперь на этом месте памятник погибшим в годы Второй мировой войны. Город Глухов известен не только как столица гетманства, но и своей певческой школой. Здесь по инициативе гетмана Данила Апостола была основана певческая школа. В нее набирали талантливых молодых людей и учили пению. Одним из выпускников этой школы был простой парень Алексей Разумовский, и его голос услышала царевна Елизавета Петровна. В результате он стал, как говорили, ее фаворитом. И все благодаря обучению пению в Глухове. Младший брат Алексея, Кирилл, в 1750 году на Глуховской раде был избран гетманом Украины. Казацкие старшины проголосовали, как велела императрица Елизавета. Но самого Кирилла на церемонии не было. Лишь через год, по суровому приказу императрицы, он отправился работать в Глухов. Кирилл Разумовский выстроил здесь для себя дворец. Он, к сожалению, сгорел. Но через 14 лет Кирилл был снят с должности гетмана императрицы Екатерины II. При этом он получил во владение Батурин.
Там он выстроил еще один дворец. Этот дворец недавно отреставрирован. Но кроме Алексея Разумовского, в певческой школе Глухова учились такие выдающиеся деятели музыкальной культуры, как Дмитрий Бортняцкий И Максим Березовский. Оба родились в Глухове. Были одними из самых способных учеников певческой школы. Их отправили на обучение в Санкт-Петербург, а затем в Италию. Но далее их судьбы разошлись. Бортняцкий стал руководителем придворной капеллы Российской империи. В состав капеллы он предпочитал брать тех, кто обучался в Глуховской школе. Максим Березовский стал членом Болонской филармонической академии почти одновременно с Моцартом. В Италии Березовский написал ряд выдающихся произведений. Но после возвращения в Россию он не смог найти достойного применения своим талантам и вскоре умер. В 2017 году был открыт памятник Тарасу Шевченко. Он побывал в Глухове в 30-летнем возрасте. Именно таким молодым и элегантным мы видим великого поэта на памятнике. Памятник расположен в сквере Шевченко. Здесь можно отдохнуть на скамейке в парке. Но на каждой скамейке табличка о тех, кто помог сделать Глухов немного красивее. Вот такой способ оставить о себе добрую память. Напротив сквера Шевченко Спасо-Преображенская церковь. В 17 веке она была деревянной и стояла за городскими стенами, поэтому называлась Загородной. Но в 18 веке она сгорела, и на ее месте возвели каменный храм. Образцом послужила Вознесенская церковь в городе Короб. Вы можете увидеть этот храм в нашем фильме о Коропе. В 1961 году храм в Глухове был закрыт. Здание использовали как склад и планировали его снос. Но в 1979 году церковь была объявлена памятником архитектуры национального значения, и ее постепенно отреставрировали. Перед нами находится церковь, которая носит название «Церковь трех Анастасий». А почему так? Первый каменный храм на месте сгоревшей деревянной церкви был построен в 1717 году. Это было сделано на средства жены гетмана Ивана Скоропадского. Эту жену звали Анастасия. Она нарекла церковь в честь трех святых Анастасий, потому что не помнила в точности, в память какой именно из троих ей было дано имя Анастасия. Некоторые историки считают, что она была реальной правительницей гетманщины при безвольном Скоропадском. Построенное гетманшей здание церкви трех Анастасий тоже сгорело. Церковь восстановили, но она была маленькая. В конце XIX века глуховские заводчики Терещенко выделили средства для строительства нового здания Треханастасиевской церкви. При этом с согласия церковных властей старое здание этой церкви было разобрано. Вот так собор приобрел свой нынешний вид. Он построен в неовизантийском стиле, о котором мы рассказали в видео о Софии. В 1943 году, во время немецкой бомбежки, одна из бомб попала в центральный купол церкви трех Анастасий. Бомба взорвалась вверху, разметав листы кровли, порвав и скорежив каркас, частично разрушив боковые купола. По завершении войны купола отстроили. Но во время ремонта Треханастасиевского собора православные кресты на боковых куполах были заменены на католические, называемые еще лотарингскими, а на центральном куполе православный крест. В этой церкви были похоронены сам основатель династии Артемий Терещенко, его жена и сыновья. Но во время советской власти эти надгробия были разбиты. Сейчас город возрождается. Мэром города избран Мишель Терещенко, наследник династии. Человек родился в Париже, но приехал в Украину возрождать ее. Мы уже видели, как постепенно возрождается Новгород-Северский. И мы едем дальше, чтобы увидеть, что происходит в других городах Украины. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал «Автозакордон зимой и летом». Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Кстати, если вы зашли сюда по ссылке на Facebook, не забудьте войти в YouTube. И тогда вы сможете подписаться, поставить лайк и написать комментарий. До встречи в следующем городе или стране.